Привет, это канал IT User Help. В этом коротком видео я хочу рассказать о том, куда следует устанавливать Wi-Fi роутер в вашей квартире либо доме. В принципе, это устройство довольно неприхотливое и будет работать в любом практически месте. Но чтобы оно работало максимально эффективно и долго, следует принять некоторые моменты во внимание при выборе места установки роутера. Во многих новых домах и квартирах уже существуют специальные мини-серверные, в котором уже есть место для роутера и для всего коммутационного оборудования. В таком случае вопроса, конечно же, не стоит, и лучше устанавливать роутер именно туда. Во всех остальных случаях следует немного поразмыслить и выбрать место для роутера. Не следует устанавливать роутер в какое-то тесное и закрытое место. Например, внутрь узкого шкафа, который набит всякими вещами. Потому что, во-первых, это не пожаробезопасно. Роутер все же хоть и слаботочное, но электрическое устройство. Это во-первых. Во-вторых, он имеет свойство хоть и не сильно, но нагреваться. И в закрытом помещении, в тесном, будет греться сильнее, что приведет к более быстрому выходу роутера из строя. Также не стоит устанавливать роутер близко к микроволновой печи, потому что микроволновая печь работает примерно на той же частоте 24 ГГц, что и Wi-Fi сигнал. Поэтому при работе микроволновая печь может наносить существенные помехи. Это не касается случаев с роутером, который имеет диапазон 5 ГГц, но все же лучше устанавливать роутер подальше от микроволновых печей. Еще момент, что роутер не следует ставить близко к стене и особенно в угол комнаты. Это в основном касается конкретно антенн, потому что нужен некоторый промежуток между антенной и стеной, чтобы пользователи, которые пользуются сигналом Wi-Fi, получали прямой сигнал, а не отраженный от стен. То есть более сильный получали прямой, сильный сигнал. В случае, если антенна будет слишком близко к стене, то будут отраженные сигналы, что может повлиять на качество Wi-Fi сигнала. Также следует учесть во внимание, что хоть и очень редко, но иногда вам потребуется доступ к роутеру. Например, чтобы перезагрузить его вручную в случае зависания. Такое случается крайне редко, но все же такая ситуация возможна. Либо, чтобы сбросить роутер к заводским настройкам, тоже нужно добраться до него. Либо, чтобы нажать кнопку VPS, тоже придется до него добраться. То есть случаи, когда до него нужно физически достать, довольно-таки частые. Не сильно, но они имеются, эти случаи. Поэтому сильно далеко и высоко прятать тоже не стоит. Хороший вариант это где-нибудь на шкафу, либо на открытой полке в нескольких сантиметрах от стены, чтобы вокруг не было предметов, загораживающих и уменьшающих объем воздуха вокруг роутера. Ну и также следует уделить внимание эстетике, чтобы, если у вас проводной интернет, чтобы провод к нему можно было подвести максимально незаметно и красиво. Ну а также должна быть поблизости розетка на 220 вольт. В общем, такие не сильно сложные правила помогут вам установить роутер красиво, удобно в плане пользования, и это позволит получить хороший Wi-Fi сигнал и долгосрочную службу роутера.
На этом все. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.